Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals The Hour. Карта Liquid Gold, и у нас танковый Mirror. Сверху под бирюзовым цветом стартует Логика. На нижней позиции под фиолетовым цветом Экскал. Достаточно давно проходил данный поединок, по моим сведениям, Логика, чемпион 2019 года, давно не видел его в мире генералов, но он появился на турнире Grand Masters с призовым фондом $1000. Лучшие бойцы будут сражаться за достаточно большой денежный приз. Также на этом турнире, конечно же, участвует Экскал, который, не нуждается в представлении, мы все его, конечно же, знаем, этого четырехкратного чемпиона мира. Ссылку на трансляцию я оставлю в описании под этим видео, следите, там будет на что посмотреть. Ну а тем временем Логика вышел в ресурсный центр на центральной части карты, ставит военный завод, ресурсный центр справа и старт в 2 дозера. Что же касаемо Экскала, также есть 2 саплая, только они тут поближе, на базе, проще говоря, да, есть военный завод, и через казарму пошел Экскал, разбег красногвардейцев. На базе существует 2 вышки, и эти вышки нижний боец, нижний танкист явно собирается захватывать и сделать себе такой некий приток к экономике, да. Второй военный завод, пока нет третьего саплая от Логики, я думаю, что уже не будет здесь никакой казармы, она появится только после постройки пропаганды, и через Лотоса уже верхний боец будет захватывать свои вышки, и поехал пост вперед, и также его встречает пост от нижнего танка. Красногвардейцы идут также встречать. Получится ли вскрыть? Но у Экскала вскрывается пост быстрее, и Логик подходит к саплтракам, можно пробивать и срезать экономику нижнему танку. И -1 саплтрак. Такими темпами Экскал потеряет второй, и выход во второй военный завод. Вышки захватил. Круто. Кстати, вышки также есть и на центре. Справа есть коробки, нефтепереработка. Слева также коробки и еще 3 вышки. Ну и 2 вышки, естественно, еще у Логики. По вышкам круто. Есть скидка на юниты, и по ресурсам, в принципе, здесь очень даже все замечательно. Дозер приехал и передавил одного из красногвардейца. Я так полагаю, что да, от поста все-таки отбился Экскал. Слева поехал дракон Гатлинг. Тут БМ и Гатлинг от Экскала. Через центр также БМ. Тут убивают, в принципе, вроде бы как его Логика, но потерял свой Гатлинг. Выходит еще один, и мне кажется, что в ловушку сейчас Логику берут, и он своим батлмастером отступает. Взял лычки в повышениях, еще один БМ подходит, и в принципе можно даже попробовать и постреляться. Нужна пропаганда и учить грейд на скорострельность, конечно же. Третий саплай готов, и ждем захвата вышек от верхнего танка. 3 сапа, конечно, это здорово, что сейчас верхний боец копает. И третий военник появляется уже у Экскала, у Логики пока только 2. Захват вышки, Экскал, но минус красногвардеец и спам, кстати говоря, ракетчиков. Казарма появилась быстрее, чем пропаганда-то. Экскал, слушайте, наступает, поднаспамил-то батлмастеров, но есть пост у Логики, есть 3 БМа, и все-таки решил Экскал отступить, потому что ракетчики в домике сели, и Экскалу может быть здесь очень плохо. Драгон танк плюс батлмастер работают, и минус красногвардейцы. Еще и вышку здесь уничтожили, не дали Экскалу захватить. А вот эти вышки было бы неплохо бы Логики бы взять под свой контроль. Есть даже бункер здесь, то есть Логика дефает, конечно, эти вышки. А вот Экскал вышел в третий ресурсный, справа здесь под нефтепереработкой. Дозер пока уходит. Пришел дракон, разжигает. Вот, мне кажется, домик было бы сначала неплохо бы так убить. Подходит пост, и может быть даже хватит сейчас мощности у Логики убить этот дракон, и домик выживет, но почему ушел? Все-таки удалось отбиться, но вышку потерял, из домика всю пехоту убили, и бункер был потерян, пост уничтожили, а здесь атака у Экскала, похоже, что заклебывается. Все-таки здесь Логика посильнее, потому что ракетчики в домике сидят, да, и в одном, и втором. Экскал решает отступить, не тратить свою армию на развал этих домов и уничтожение юнитов Логики. Ждем, да, есть уже строительство пропаганды, и ждем
Лотос, я так полагаю. Дракон от Экскала заходит и минус казарма. Пехотинец также уничтожается и избегает. Экскал боится, что БМ все-таки до него достанет, до этого дракона. И вот почему логика не пошел в преследование. Очень странно, дракон идет дальше. Здесь вышка на пути, которую логика еще не взял и, может быть, даже и не возьмет. Побежал ракетчик вперед, можно в домик садиться. Перестрелка домиков 100% будет, а можно БМ попробовать уничтожить. Экскал пошел вперед, но есть чем отвечать. У логики также есть армия. А здесь тем временем перестрелка батлмастеров, и по всей видимости они сейчас просто друг друга прикончат. Еще залп. Ну-ка, и да, разом просто погибли. Ну, круто, на самом деле. Дуэль сразу же уничтожила всех разом. Казарма вновь отстраивается, есть пропаганда, ждем Лотос, и все, в 2 военных завода, но в 3 сапплая. Ну, у Экскала был военный, точнее, сапплай был потерян тем временем, и минус Драгонтанк не дали вышку сжечь. И началась перестрелка большой армии, одна на другую, минус пост. И, по всей видимости, логика здесь посильнее. Тут еще ракетчик помогает, есть ИЦМ-ка. Но все-таки, по-моему, Экскал, да. Ну, тут еще один батлмастер подтягивается. Экскал, похоже, что отступает. Да, то есть, как бы они друг друга неплохо тут побили в целом. А тут дракон не смог заехать от логики. ЕЦМ-ка подморозила. И Экскал вовремя, на самом деле, спохватился. И сейчас дракон-то закроет. Хоть базу не зажгли, уже здорово. Логика по-прежнему продолжает свое наступление. Гатлинг сейчас уничтожит ракетчика. Плохо на самом деле. И вот ЕЦМ-ки могут сейчас морозить и один, и второй батлмастер, но они только один заморозили. И этот БМ логика теряет. Пора выходить в КЦ. КЦ есть. У Экскала есть КЦ. 4-й ранг. Сейчас пойдут повышения. У логики командный центр я не вижу, но он выходит в филд. Ждем Хеликс. Начинает работать Лотос и захватывать вышки. Справа тем временем батлмастер и Экскал своим Лотосом работает. Вышку взял, плюс взял арт-платформу. Вопрос, сможете ли арт-платформа защитить эту самую вышку от батлмастера. А тем временем сброс БМа. Сброс БМ от Экскала, я не вижу от него арт-удара пока еще. Вот этим БМом можно вышку убить заранее, чтобы логика ее не взял. Он взял пока только 2 вышки на центре. Красногвардеец бежит вперед, нужно чем-то его отменять, чтобы он не сделал никакой перехват. И здесь, кстати, вышку взял Экскал и взял себе, естественно, буст в $1000 со старта захвата. Пошел вперед пост, палить тот самый Лотос, но нужно чем-то его дозакрывать, не знаю даже чем. Может быть, если Хеликс вылетел, можно попробовать через Хеликс это сделать. А здесь красногвардеец передавят. Тут тоже с батлмастером разобрались. Пост отработал, ракетчики и арт-удар полетел. Вопрос, что будет уничтожать филд, вышку, что? Вот это очень интересный вопрос. По траектории вроде бы как летит на вышку. Здесь достаточно огромная армия. Арт-удар летел на пачку и не попал. Не попал Экскал по этой армии. Но у него у самого, кстати говоря, очень даже много юнитов. Блин, дракон бы какой-нибудь, чтобы вот эти дома пожигать, чтобы логика сюда больше не садился. А здесь уничтожили Лотос. Недолго она продержалась. Вот эту вышку было бы неплохо перехватить. Хеликс! Появляется Хеликс, который разгромит эту армию к черту, пока не появятся Гатлинги. А Гатлинг всего один, и Хеликс падает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, печально, что этот Хеликс подольше не пригодился. Все-таки пал, логика не отконтролил. Начинается перестрелка, работают ЕЦМки, морозят. 2 штуки, но их вроде бы даже и хватает. И кто же? Кто же в этой дуэли? Перестрелка продолжается. У логики уже 5-й ранг. И где же его командный центр? И вон, наконец-то, уже его строит. Справа тем временем посты, которые уничтожаются. А здесь продолжается грохотание танков. Трясется камера. И все-таки логика. И все-таки логика перебивает армию Экскала и продолжает свое наступление. А это 5-й ранг. Я так полагаю, что это мины под военный завод. А это уже Эми-бомба, которая сейчас заморозит эту армию. Если, конечно, попадет. И попадает. И попадает. И вопрос, чем закрывать. Ну, есть юниты. Очень, конечно, печально, что сейчас логика всю свою армию потеряет, который мог бы неплохих тут бед наворотить. И ковровка полетела. А здесь что? Перехват вышки. Шикарно. Очень хорошо. Экскал сейчас оставшуюся армию логики перебьет. Здесь тем временем на мины попадает батлмастер, но выживает. А ковровка пошла закрывать военный завод и сапплай, но закрыла только военник. Но тоже неплохо. И ответные повышения. Арт-удар летит тем временем на вышку. Мины прокинул логика. Да, здесь
здесь, но отошли юниты, вышку закрыли, и Эми Бомба не смогла заморозить юниты Экскала, но зато Ковровка сейчас заберет и военник, и электростанцию. Круто! Хорошие повышения, а Экскал тем временем опять наступает. Вот это минное поле было бы неплохо, на самом деле, поставить маяк. А может даже отправить дракона и разминировать все это дело. Опять начинается перестрелка, близко подходить опасно. Там домик, в домике ракетчики. Но здесь похоже, что Экскал все-таки будет посильнее и перебьет армию логики. Там подтягивается еще дракон Гатлинг, но этого не хватит, чтобы такую армию остановить. Но ждем Хеликс. Ждем Хеликс, если здесь какие-нибудь гатлы от Экскала. Нет, их нет. Но зато есть и ЦМ-танки. А здесь тем временем работает арта, которая пробивает домик, и пехота минусуется. А вот на мины попадать не стоит. Замораживается Батлмастер, и Хеликс прилетел. У него изучен бункер. Там 5 ракетчиков, которые сейчас просто перебьют все Батлмастеры. И нет гатлов. Нет гатлов. Да как же так, Экскал? Как же так? Как под сраку-то надавали? Уж простите за выражение, распродажа военного завода. Почему-то перестраивает его Экскал, потерял всю армию и уходит Хеликс, а здесь Гатлинг на минах взорвался. Что вообще происходит? Драконы от Экскала пришли, сжигается полтраки, сапплай свой ставит нижний танкист, но здесь есть армия, которая может убить и дозер, и каркас сапплая, а здесь тем временем драконы погибают от рук Хеликса, и плюс Батлмастер помогает, ракетчики идут вперед. Ну, сапплай можно бить. Сапплай можно бить, и Экскал опять попадает на эти мины. Да что вообще творится с 4-кратным чемпионом мира? Ну, наверное, на тот момент, когда эта игра была, Экскал еще не был чемпионом 4 раза-то. Ну, это понятно. Тут дракон пришел, который сожжет логики вышку. До вторички, я думаю, здесь не дойдет. Как правило, это очень редкое явление, когда танкисты до вторичной экономики доживают. А вот справа тем временем Экскал-то копает. Это не может не радовать. На базе у него также еще какие-то тут ресурсы имеются. Пошли повышения. Это, я думаю, сброс Батлмастера летит. Либо Эми, может, какая-нибудь. Ну, навряд ли. Навряд ли, что это, да, это сброс БМ, а он будет пробивать пропаганду. Интересно, готов ли уже бункер у Хеликса? Нет, еще его нет. А здесь тем временем дракон сжигает дома, плюс арта помогает. Батлмастеры идут. Вопрос, получится ли убить пропаганду. Пытается здесь как-то маневрировать. Пытается Батлмастер. Но ракетчиков много. И Хеликс тут куда-то ушел. А надо бы уже, наверное, стрелять. Еще чуть-чуть буквально осталось. И БМ погибнет. Пытается Экскал все-таки настреливать как-то. Но нет, не выйдет. Ракетчики справляются все-таки. Новая армия. Здесь тем временем Лотос забегает от логики. Вот это вот очень интересный момент. И Ковровка прилетела. И сапплай. До свидания, я так полагаю. Нет, сапплай выжимает. И ответ на Лотос, кстати, от Экскала бежит. И все, Ковровка улетает обратно на базу перезаряжаться. И Ковровка от Экскала! И пол армии разнес. И пол армии разнес. Нижний боец, это прекрасно. А здесь Лотос. А здесь Лотос от логики стоит. И вот мне интересно, что она будет тут забирать. Ну, военный завод надо забирать, естественно. Можно денег своровать, можно пропаганду забрать. Успеет ли? Я надеюсь, Экскал среагирует. Но похоже, что нет. А здесь тем временем Гатлинг сбривает Хеликс. Да что ж такое? Почему так? Что с контролем вообще у бойцов? И минус военный завод. Минус военный завод, тут мины, и все-таки успевает Лотос уйти, можно забирать пропаганду. И сапплай, кстати, тоже минус. А здесь тем временем Экскал наступает, и это мины, и даже один Батлмастер получилось забрать. Ну да, очень много юнитов здесь погибло, конечно же, но логика в очередной раз отбивается. И воровство командного центра. Распродажа пошла, командник пришлось продать Экскалу, да, логика будет пробовать еще один военник забрать, но вышел пост. Вышел пост, много готлов, и, по всей видимости, этому Лотосу дальше уже не пережить, да, не пережить эти гатлинги, но от пропаганды не получилось забрать. Ну, забрал КЦ, сейчас временно у Экскала не будет повышения, придется перестраиваться, и БМы пошли. Пошли БМы, но у Экскала тоже очень хорошая армия, но, правда, БМы свои потерял, здесь только готлы и цемки пост. Не знаю, справится ли сейчас Экскал. И тут еще и Хеликсы помогать. Минус ракетчик. Еще один пост вскрыли, а Хеликсы полетели направо.
Хеликсы полетели направо, и минус казарма, а надо бить военник, минус Бэтлмастер, военник надо уничтожать. У Экскала есть ли еще? Да, есть еще, ну, в принципе, тут 2 военных завода. На базе ресурсы кончились, вышка еще есть у Экскала, это классно на самом деле. Бункер почти вскрыл, Бэтлмастер минус, и логика уходит своими Хеликсами, и Экскал отступает, кстати говоря, из левого фланга. Бэтлмастеры все-таки идут вперед, и арта полетела по военному заводу, минус Гатлинг еще и вдобавок. Ну, благо, хоть саплай качает. Вот тут саплтрак было бы неплохо добавить. И не дают достроить КЦ, где дозер. Вот он дозер, он наполовину каленый. И дозер, по-моему, один остался у Экскала. И минус пропаганда, я так полагаю. Ну, на пути вышка, надо вышку бить. Тем временем Гатлинг приехал, ракетчики, ковровка полетела. Ну, тут справится логика. Я думал, что все-таки хотя бы один саплтрак сможет забрать Экскал. И полетела ковровая бомбардировка от логики забирать казарму. И военный завод еще и ракетчиков с собой забрала. И минус вышка Экскалу. Плохо, очень плохо, я бы сказал. Ракетчики бьют по БМам очень даже хорошо. Вот этот вот Гатлинг было бы неплохо применить, побить саплтраки. Отстраивается второй командник. Серьезно, боится логика, что ли, лотоса какого-нибудь шального от Экскала, чтобы командник не перехватил, а чтобы всегда повышения были под рукой. Идет перестрелка. Ракетчики неплохо помогают, бьют по БМам. И, по всей видимости, здесь даже, может быть, и Экскал отобьется. Но нет. Отступает. Все-таки логика на 2 БМах все остался. Распродажа саплая. Строится тем временем КЦ. Эх, раньше бы логика среагировал. Можно было бы дозер забрать. И КЦ бы не достроился, но он все-таки достраивается. Еще одна армия от логики идет вперед. И есть 2 Хеликса, напоминаю. И сейчас будет минус дозер, но КЦ есть. Полетели повышения. Сброс БМ, я так полагаю. Да, ковровка идет вперед. Вполне вероятно на саплай. Летят Хеликсы, да, саплай будет забираться, Гатлинг будет, нет, Гатлинг выживет, саплай тоже выжил, но потеря 3 саплтраков неудачно, я бы сказал, и минус дозер, и вот дежурит, пожалуйста, сейчас логика своими БМами под КЦ, так еще и перехватил логика военный завод у Экскала, господи! Господи, что случилось? Просто Экскала уничтожает. Сейчас еще и командник ему убьют. Он даже дозер вывести, по сути-то, не может. И дракон Экскала сжигает собственный военник, который перехватили у него здесь. Эми упала на саплай и осталось, по сути... Но вышел дракон! Вышел дракон у логики, вышел, который сжигает электростанцию. А здесь КЦ убили. И вот оно, последнее здание. Боже ты мой, а! Боже ты мой, но выживает на нолях тут. А, нет, все. Экскал сам уже сдался, сказал, все, хватит. Это убийственно просто сейчас было. Все. Логика, конечно, втоптал. Но ему пришлось также и попотеть. Экскал нехило также ему по зубам надавал. Ну, тут все-таки логика оказался сильнее. Ну, а этот бой окончен. Статистика на экране. С вами был Алекс. Играйте в генералы.